Привет, мои драгоценные, дорогие, любимые. Но сегодня очень крутая новая колода. Сегодня будет очень интересно. Я уже чувствую эти невероятные энергии. Вы только посмотрите. Ой-ой-ой. Сейчас покажу поближе. Это же просто вообще загляденье. Сейчас, подождите, девочки. Вы это должны просто видеть, что это за красота. Но они все классные, но я хочу что-то такое прям вам выбрать, чтобы не быть голословной. Да, господи, тут все классное. Смотрите, какой паш мечей. Просто обиженный паш мечей. Тут так передана атмосфера, именно настроение каждой карты, значение ее передано вот именно атмосферно настолько, что, мама дорогая, посмотрите, какой повешенный красивый. О май гад. А вот вам как рыцарь кубков. Просто огонь. Император. Девочки, просто что это? Ах, какая борьба между мужчинами творится. А вот это объевшаяся леди, девятка кубков, да, когда ты перенасыщен. Ну, слушайте, ну вообще я просто восхищена и в восторге от этого всего. Сейчас еще одну-две покажу вам. Ну, а пока я вам показываю, вы пишите имена, инициалы, знаки зодиака. Сегодня будет офигенно, просто офигенно, смотрите. Это вот прям мастер своего дела, да? Восьмерочка пентаклей. Вау, просто, ну огонь. Все, начинаем. Я буду в таком просто погружаться в этот поток нереальный. Меня зовут Оксана, это канал Таро Трансформации. Я вас всех сильно люблю. Вот прям, вот напишите мне огонечек, сердечко, я порадуюсь. Вот, мы с вами обменяемся. Кстати, спасибо вам за обмен, в принципе, комментариями, лайками, подпиской, рекомендациями. Спасибо, что вы исцеляетесь, идете к своей лучшей версии себя. Все как запланировано на этом канале, мы так и идем. Я тоже вместе с вами развиваюсь, я тоже вместе с вами прохожу чакральную систему. Пишу программы и сама тоже в это глубоко погружаюсь, изучаю это уже на себе, потому что мне очень многое помогло из алхимии семи чакр на личном опыте. Вот, я ни за что в жизни не откажусь от техник, практик, от всего, что там у меня есть. Это меня просто восстанавливает, балансирует, выводит на новые уровни и исцеляет. Вот прям, да. Поэтому считаю это лучшим вообще достижением человечества, когда мы уже можем себя быстро восстанавливать через вот такие вот подходы, да, не классические, не тривиальные, потому что не все занимаются, да, такими вещами. Кто-то посмеется вообще, ха-ха-ха, чакры, а вы знаете, как это вообще работает? Вау! Вот, так что, девочки мои, сегодня будем смотреть вашего любимого мужчину. Что будет по теме, я не знаю. Вот сейчас спрошу, что будет, что скажет, то мы будем с вами смотреть. Сейчас. Ну, тут, девчонки, что-то он готов ворваться с выбором с каким-то. Ох-ох-ох. Ладно, сейчас будем все спрашивать у него. Вообще мне в потоке пришла какая-то история слезливая, не знаю почему. Вот что-то связанное с осознанием, со слезами на глазах. Вот какие-то осознания со слезами на глазах. Вот не знаю, что это будет. Вот посмотрим. Вот, так что сейчас будем все глядеть, что между вами происходит вот на уровне энергии, да, что нам скажут высшие силы. Вы пока прописываете имена, инициалы, знаки зодиака и либо ассоциации, которые у вас вот чисто с вашим мужчиной идут. Мало ли кто-то не хочет светиться, мне многие пишут, что за ними следят и так далее. Пишите ассоциации какие-то, которые вам только понятны, но сделайте контакт с информационным полем. Далее. Распускаю волосы, да, потому что в потоке надо, чтобы волосы были распущены. Поехали. Все, девочки, настраиваюсь. Давай, кто ты? Спрашиваем, какой мужчина пришел сегодня к нам на сеанс. Какой ты? Какой ты? Прям максимально пиши.
Но спокойный сейчас в балансе, он говорит. Я в неком спокойствии, уравновесил разум, сердце, я нахожусь в балансе и в спокойствии. Может быть, прилег, может быть, лежит, может быть, еще не вставал, потому что девочки как-то такие энергии вот ровные, я бы сказала. Вот и оно даже не столько спокойное, сколько пофигу. Вот такое еще может быть. Рядом какая-то то ли мячик, то ли гантели, то ли гиря. Что-то может быть такое, девчонки. Вот прям у дома у человека может быть как по типу спортивного зала. Вот рядом зеркало еще может быть. Вот вроде дома, да, вроде спортзал еще. Обнулился. Как это понять, обнулился? Как это понять, обнулился? Вот он что-то внутри себя, девочки, закрыл. Вот какую-то историю закрыл внутри себя. Какой-то гештальт закрыл. Нет, говорит, так вот, как было, не будет, надо по-новому. Надо вот по-новому. Вот старый мир отставить, новый мир начинаем. А ты по характеру-то какой? Или ты ситуацию свою хочешь описать? Он, девчонки, знаете какой? Он говорит мне о том, что может очень обдуманно принимать решения. То есть он не с горячки. И он может рассудительно принимать решения, взвесить все за и против, хладнокровно принять решение, и это будет вот вымерено. Вот. Также человек может быть работает, что ему, вот понимаете, что ему дает принимать так решение. Там, где он практикуется, вот может быть у него работа такая, где он, взвесив все какие-то за и против какие-то компоненты, да, и принимает решение. Вот. Принимает четкое решение на основании каких-то вот доказательств, документов, аргументов, еще чего-то. Может очень хорошо знать законы, а может и ну, знаете, как склонность, да, так вот, анализ ситуации, анализ, аналитический склад ума, вот такая склонность у него есть к тому, чтобы принимать решения, вымерив их. Вот есть люди на эмоциях принимают решения, а потом жалеют. Это не такой человек. Этот человек все вот сопоставит и сделает, вот, правильно примет решение, как он говорит. И часто этот человек может осуждать кого-то или обсуждать, или внутри себя это делать. Что это? Про что это? Да. Здесь может именно внутри себя, про себя, например, женщину, вот. Выносить о ней суждения внутри себя. А что конкретно ты выносишь? Какие суждения? Угу. Ну да, типа, знаете, как он разговаривает? Ну а чё ей? У нее все есть. У нее все прекрасно. Цветы там кто-то носит. Коробки конфет валяются, она их переела, ее не удивишь ничем. Живет она, конечно, вот да, хорошо. Вот понимаете, у него какие-то он посмотрел, и пошли мысли о ней. Суждения, обсуждения, рассуждения. И вот постоянное взвешивание, анализ. Вот, ага, значит, я увидел ее в красивом платье с цветами, с этими шариками, значит, все хорошо. Значит, есть тот, кому она нравится, и кто ей все это дарит. У него не будет такого анализа, например, что эта женщина заказала себе фотосессию вот с этими же цветами, с этими же конфетами, с этим же платьем, а потом, знаете, ну, вытирая слезы из этой фотосессии, пошла одиноко домой. Ну, к примеру, девчонки, у него такого анализа не будет. Он будет видеть вот как есть, вот он увидел, и будет просто по этой картинке судить и рассуждать и так далее. Ты сам какой? Вот, девчонки, он может быть в каких-то аспектах очень четкий, рассудительный
и аналитический склад ума, а в каких-то вот безрассудный. И ты даже не можешь взять и себе объяснить, зачем вот что-то он сказал, или как-то поступил, или что-то сделал. Ты не можешь себе даже объяснить. Он спокойно, монотонно делает какие-то либо очень правильные вещи, либо очень безрассудные. И ты себе не можешь объяснить, как так. Он вроде бы подает такие сигналы, как правильно рассуждает, доводы, аргументы, а сами его поступки могут быть и какие-то безответственные, и легкие, и инфантильные, и ты не можешь этот когнитивный диссонанс в себе как бы разобрать. Ты не понимаешь, почему так. Вот глупо иногда поступают девочки. Иногда как глупец поступает. Может легко заводить отношения, разговоры, общение, коммуникация спокойно. С новыми людьми спокойно. Особенно в интернете. Очень легко. И причем он может длительно так с людьми вести контакты, общение длительно, на длительной основе. Вот познакомился, и длительно, долго он будет с ними коммуницировать, общаться, висеть в подписках друг у друга. И это именно касается, вот, знаете, даже людей абсолютно ему незнакомых, где-то за 3-9 земель. Вот понимаете, вот просто тупо даже на чужих людей подписались, о, привет, привет, и будем общаться, понимаете? То есть это склад какой. Не все люди таким занимаются, да, не все люди так могут вообще вот такое себе позволить. Абсолютно чужого человека на другой где-то планете взять и вот с ним привет-привет начать общаться. Ты знаешь, привет, я увидел там у тебя классную фотографию, например, да, меня заинтересовало там что-то. И вот так вот пошло слово за слово, все, подписались друг на друга, общаются и долго общаются. И вот так он обзаводится вот таким кругом общения, друзьями вообще по всему миру. У него очень большой круг общения, но он легкий, он не подразумевает ничего серьезного. Вот этот легкий круг общения легкий. Вот. Еще какой-то. Нет гармонии от слова совсем в семейной жизни. Вот здесь он говорит, я никакой или у меня никакие отношения, не получается. Не получается, нет вот этой хижинки, да, какой-то счастливой, где мы вдвоем наслаждаемся, а хочется, а этого нет. Вот, нет этого. Если вдруг вы загадали человека, у которого кто-то есть, то он несчастлив там, девочки. Я пока не вижу этого, сразу говорю, я пока не вижу. Но здесь идет такой фон вот о том, что даже если вдруг, то он несчастлив там. Почему нет у тебя тут гармонии и счастья? Как ты думаешь? Или вообще объясни, что это такое? Ну, потому что, во-первых, девочки, все лавры ему должны доставаться, все победы ему должны, все комплименты ему, все рукоплескания и все вот все ему, цветы, вот все, кубки. Человек не умеет увидеть в другом человеке личность. Здесь идет поверхностное, смотрите, запрос на глубокие отношения, на глубину в отношениях, на серьезные, вообще вот прям как-то на очень серьезные отношения. А поведение внутри этих отношений, наоборот, очень легкое, какое-то кривое, косое отношение здесь. И вот все мне. Не умеет давать как-то вот упор на меня, он говорит весь. Он не умеет ставить другого человека не то чтобы на пьедестал, рядом с собой, а какого ты тогда человека ищешь? Вот чтобы эта женщина была полностью тенью твоей. Вот просто объясни, вот, например, с какой бы ты женщиной был бы счастлив? Вот с какой? Ну, тут девочки запрос-то на
Во-первых, чтобы это было судьбоносно, вот чтобы он почувствовал, что это судьбоносная женщина, что она не просто так в мою жизнь прикатила. Также эта женщина может быть где-то за границей или где-то далеко от него. Удачливая, говорит, фартовая, чтобы была, яркая, чтобы была. Так, еще с какой бы ты был счастлив, если ты говоришь нам про победителя? Ух ты, смотрите, что говорит. А у него есть такая женщина, он ее потерял. Он говорит, что я ее уже нашел, эту женщину. Она не в перспективе, она не в проекте. Она есть уже, но я ее потерял. Она ушла от меня. Или, да, я ее потерял, и она у меня вот как-то... Она в блоке. Смотрите, вот этот вот дружочек мог сам ее кинуть в блок вообще. Вот если вы заблокированы, или окей, ладно, или он у вас может быть заблокирован, или вот, но он показывает потери ее и блок ее. Ну, опиши эту женщину. Опиши, которую ты потерял женщину. Сразу говорит кубковая королева. То есть чувствую к ней чувства. Девчонки, можете быть рыбки, раки, скорпионы. Либо вы такая, знаете, вот как окутываете каким-то своим дымкой какой-то. Вот в вашем появлении хочется медленнее разговаривать, хочется рассесться, да, так вот как-то очень расплыться, я бы даже сказала, по дивану. То есть это не женщина, возле которой хочется собраться и строго сидеть и не дышать. Наоборот, дышать глубоко, размеренно, расслабленно, приглушить свет, что-то, да, пить чай, смотреть друг другу в глаза и вот помолчать, почувствовать. Вот кто-то любит из вас глубокий синий цвет и даже красит глаза, девочки, вот так вот прям синие тени, голубые тени, вот смоки, айс тоже может здесь зайти. Но вот чувствуется у вас вот это глубина. Кто из вас еще, девчонки, любит желтые цветы? Ну, привет, мимоза или еще что-то такое. Прям желтые цветы. Ажур любите, ажурные какие-то рукавчики. У кого, девчонки, в синих тонах дом, квартира, шторы, стены, синие, голубые. Я бы назвала это женщина-вишутха. Я сейчас как раз на вишутхе ею занимаюсь. Уже вышла, кстати, программа, девочки. Вот именно вишутха, да, горловая, чакровая. Ой, я смотрю на нее и все, я поплыла. Горловая чакра, вот, это когда мы можем себя проявлять через речь, через голос, делать это красиво, делать это гармонично, выступать, не бояться, да, проявлять себя. Все вот эти темы зажатости, да, у нас все очень-очень в горле здесь откладывается, потому что мы много, как женщины, да, терпим, много не высказываем, ну, выдаем это за мудрость какую-то, много не высказываем, много, и все здесь, да, вот в этом горлышке, все здесь, девчонки, отсюда, и могут быть осиплости, могут быть непроявленность, да, творческий поток перекрывается. Он у нас не только в Манипуре, в Сватхистане, он еще в горлышке у нас. Здесь же эфир, девочки, здесь и телепатия. То есть кто хочет заниматься, да, третьим глазом, следующими высшими центрами над Вишудха, да, третий глаз, Сахасрара, вам необходимо обязательно вот проверить именно свою чакру горловую, насколько она здесь не засорена. Вот. Чудесная программа, над которой просто я сама вот
тружусь и работаю, мне так нравятся все эти проработки. Вот, приглашаю с удовольствием, потому что то, что я делаю буквально для себя. Когда для себя, это очень все скрупулезно и на совесть. Вообще все мои продукты на совесть. И от вас отклики заставляют плакать. Вот. Поэтому спасибо вам огромное. Приходите, буду рада вам посодействовать. Есть тест на чакру и на любую, ну, кроме высших у нас пока еще они не в доступе. Вот. И вы можете протестировать, можете дату рождения оставить. Я вам скажу, над чем нужно поработать. Каждая чакра отвечает за сферу жизни, за органы и за то, как мы проявляемся, да, вот в мире. Вот, это все разное. Ну ладно, продолжим. Так вот, вы такая вот вишутха, вся вот в этих тонах, да, таких синих, голубых, бирюзовых, вот все прям как необходимо нам, чтобы погрузиться вот в эту томную историю. Вот. Еще опиши, что за женщина. Ну, вы в двух энергиях, он говорит. Водно-огненная или огненно-водная, да, то есть вы и чувственная, и страстная, он говорит. Тут женщина, у которой пополам две энергии хорошо работают, и янская, мужская, инская, женская, все прям вот все на половинку, да. То есть, когда я хочу, я завоевательница, я командирша, я знаю, что я делаю, я с сигаретой сижу, да, и ты мне не указ вообще. И я вся в страстях, меня обожают и замечают люди и мужчины, мне дарят цветы, а когда я захотела, я на дно залегла, выкинула эти все сигареты и сказала себе: я королева. Все, понизила энергии вот эти мужские до уровня, да, нуля. И все, я чувственная, я расслабленная, я тянучая, я плавучая, я гибкая, я подчиняюсь. Да, тут ты мне подчиняешься, а тут я тебе подчиняюсь. Мне это нравится. И я хочу, чтобы ты был королем, да. Ну, то есть вот такая вот, вы можете и в подчинении уйти, а можете и сама на колени поставить. Вот так он у вас. А еще подробнее о ней можешь рассказать? Вот, говорит, два человека в ней, девчонки, смотрите. Два человека. Можете еще быть близняшками или рыбками, опять же, да, вот что-то двойственное. Луна в близнецах, луна в рыбках, да, не обязательно там солнце. Вот что-то двойственное у вас есть. Либо такой вот склад, когда в формуле души у нас несколько планет противоположных, да, там Марс и Луна. И это привет будет. Это как раз будет огонь и вода, вот. Да, или Солнце и Нептун. Это как раз будет вот янская и такая прям водная тема. То есть вы какой-то сбор вот, разных энергий. Круто, 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 круто. Так, а что ты ее потерял? Вот я же вам говорила, девочки, что будет что-то со слезами на глазах осознания. Смотрите, вот, вот он, вот он. Вот он сидит, вот они слезки, вот он печальный, вот он, вот храм, да, вот Бог. Что-то там он, значит, не домолил, не допросил. Расскажи, почему ты ее потерял? Вот твоя версия, почему ты ее потеряла? Ну, он такой еще, знаете, девочки, вот с линцой товарищ. Вот он будет лежать, вот он будет мечтать о ней. Уже закат, знаете, уже этот закат сменился следующим закатом. Так прошел год, да, а он все лежит. Эх, моя, значит, какая-нибудь Екатерина, да, вот, эх, моя Екатерина, как же ты могла от меня уйти? Я здесь лежу под лучами солнца, вот колосья мне шевелят, значит, волосья. Я одел маску, представил тебя перед собой. Как мы с тобой в страсти закрутились. Тут вот рядом мой конь меня ждет, пока я нафантазируюсь. Я снимаю маску, вижу, что вокруг меня нет никого, и тебя нет. Вот у него, понимаете, вот такой вот поэт, да, вот этот, который будет очень нам красиво рассказывать о страданиях, да, но вот что-то сюда
влить какие-то, кроме вот насения или там на колосьях лежания, вот он сюда не вольет ничего. Он как-то будет вот это все смаковать, смаковать. Так а что она ушла-то? Или что ты ее потерял? Ты мне не так и не рассказал. Ну, смотрите, он говорит, что вы здесь партию с ним сыграли и оказались более ловкой какой-то. О чем эта партия? Что ты хочешь сказать? Ну, что он, девочки, пошел с поражениями. Он собрал свои манатки и пошел с поражениями. На козле, да? Был на коне, ушел на козле. Коня вам оставил. С какими поражениями ты ушел? Партию сыграли. Она оказалась более активной, обошла меня, объехала. Ты посмотри, девочки. А товарищ-то ваш на картах то ли сам смотрит, то ли учится, то ли вот смотрит, вот так как вы приходите, смотрите, так и он может смотреть. Но еще идет какое-то вот учение у него, он как будто бы учится этому. И он, знаете, какой? Он такой вот, если он взялся, у него, понимаете, на щечках нарисованы знак зодиака рак и телец на лбу. То есть он, девочки, с глубиной вот этой, возможно, у него есть способности даже к этому. И если этот мужчина берется, ему женские дела какие-то могут быть интересны. Ну вот, например, как бы считается, что это все, оно там, да, вот эзотерика, карты, астрология, оно больше женское дело. Сейчас уже гораздо больше, конечно, мужчин, которые не просто идут в это, да, вот там как на консультации приходят, а идут в это как с точки зрения профессионала, да, и обучения. Они уже тоже сюда идут. Но раньше это даже считалось, да, вот, ну, чисто вообще как-то так вот практически женским. Редко встретишь там ведьмака какого-то. Вот. И он здесь, девочки, имеет какую-то способность. Сейчас спросим, что за способности он имеет. Но ему интересны женские вот эти дела и погружения. Все-таки телец это Венера. Венера это женская планета. Ему может быть интересно во что-то женское, женскую психологию читать, понимать ее. Вот это вся эзотерика, карта, вот это все ему не чуждо, девочки. Он улыбается здесь. Ну-ка давай, а что ты тут на картах просматриваешь? Вот что? Ты сам этим занимаешься? Давай, ты сам занимаешься? Но он говорит, девочки, что он влюбился в эту женщину. Он влюбился в нее. Открылись способности. Открылись способности. То есть после влюбленности у вас произошли какие-то спонтанные в нем распаковки. И он говорит, я уже здесь прохожу нелегкий путь с ней в этой вот любви, вот в этой влюбленности. Мне тяжело, он говорит, я раненый. Я раненый этой любовью, влюбленностью. А что ты на картах-то смотришь, сам или как? И я начал, он говорит, пытаться изучать, карты изучать. Только теперь карты мне показывают мировые. И он сидит на коняшке, девочки, смотрите, вот как в детстве, да, ну вот с колесиками. То есть я учусь ездить на этом. Он явно изучает, девочки. Он сам изучает карты. Хорошо, а что тебе удается через карты, через Таро узнать? Ну, 100% девочки, он в этом. Вот, смотрите, чтобы не быть голословной. Ну, вот уже 2 карты нам говорят об этом. Обалдеть, да? Вот. Я думаю, вы и так мне доверяете. Мне просто вам хочется очень показывать эти сумасшедшие красивые карты. Так, он здесь говорит о том, что я могу уже здесь, ну,
Шерстить. Я уже здесь могу многое, он говорит. Хоть я и учусь, но я уже многое могу. Такой, знаете, способный ученик. Так что ты там смотришь? На девушку смотришь или что? Что он через эти карты смотрит? Восстанавливаю справедливость, девочки. Как ты восстанавливаешь через карту справедливости? Ну запертую он показывает. Сейчас. То, что закрыто. Ага, я могу пробить, открыть. Вот. Как ты? Что ты? Это что-то новенькое для него, он говорит. Это что-то новенькое для него. Огонь, свечи, вот это все есть. Он говорит, та информация, что заперта и закрыта, я могу двери открывать. Ну, а что ты там смотришь? Вот что ты там смотришь? Ты про женщину или что ты смотришь? Не поняла тебя. Что ты там смотришь? Что на картах? Что тебе карты дают? О, что это значит? Знаете, что он говорит? Во-первых, здесь ему действительно... Он не просто картами занимается, девочки. Здесь человек, может быть, какой-то магический курс приобрел. Потому что он говорит, что через время я стану... Подождите. Он говорит, подожди. Через некоторое время я стану всемогущим. Он очень жаждет почему-то, девочки, сделать женщине нехорошо. Вот она танцует, да, в балете, красивая. Вот привлекательная, да, классно, у нее все получается. Это же талант, да? А он почему-то вот так хочет ей сделать, чтобы она больше не танцевала. И он говорит, подождите, я, говорит, скоро стану всемогущим через время. Здесь или пошел кому-то учиться, девчонки, или приобрел курс магический. И он здесь ваяет. Угу. А зачем ты хочешь девушку, вот, чтобы она перестала там танцевать или еще что-то делать? Зачем ты хочешь ее подвесить? Зачем? Король мечей вышел, девочки. Мое решение, моя стратегия. Смотрите, какой он здесь холодный, какой он здесь. Девочки, ну у нас кино, просто не могу. Он говорит, это мое решение, это мой холодный рассудок, это мой коварный план. Здесь очень хитрый король мечей. Вот именно, понимаете, обычно король мечей в обычной колоде это правдолюб и ни в коем случае не хитрец. Здесь лис прям какой-то белый. Лис белый, понимаете? Это мой план, он стоит с мечом. Ну а зачем тебе ее вот так подвешивать? Зачем? Объясни твой ход. Ведет себя как обиженный ребенок, девочки. Ведет себя как обиженный ребенок. Способ. Здесь кто-то замешан еще у вас. Кроме вас и его кто-то есть. И он то ли убирает кого-то, да, вот таким способом. Потому что здесь женщина кружится с другим человеком в танце. А потом она же сидит и тоскует, скучает. Ну, чтобы не кружилась девочки ни с кем в танце. Понимаете? Обиженный ребенок. Он что-то узнает про нее, и досье уже собрал тут большое. Кстати, у него есть написанные письма этой женщине, и она его влюбленность то ли не замечает, то ли девочки обнуляет. То есть вы... А как же ей замечать твою влюбленность, если ты, король мечей, ничего не показываешь ей? Смотрите, девочки, тут у него сбор уже о вас информации, фото о вас. Тут наблюдений столько много, всего. И есть письма даже вам. Их много, этих писем.
И они не отправленные. Что в них? Что в них? Что ты там пишешь? Ну, что я хотел, а ты не хотела. И ты просто ушла. Я тебя желал. Я проявлялся тут. Он, скорее всего, знаете, как проявлялся? Ну, девочки, по жезликам. Вот фотки давай, я не знаю, давай с тобой сразу в кровать, в постели или еще что-то. А вы ему отказали, видите ли. Вы поступили как-то вот, ну, вы его огонь отсекли и обрубили. Зачем так поступать, он говорит. Вот, то есть он сразу вам мог предлагать какие-то такие вещи, интимные, может быть, да, может быть, что-то такое вот, давай там видео, фотками обменяемся, я не знаю, ну что такое, или сразу давай встретимся, а вы ему отказали. То есть она обрубила мои к ней подуги какие-то, честно, вот. Еще что в этих письмах? Но опять о том, что девочки злится, что он хотел, ну, буквально ворваться в вас, да, вот вскочить в вас, а вы тут не поддались на его страстную натуру, на его темперамент, ну как так, он говорит. Он злится, и здесь еще ревность идет, еще, что в письмах. Ну, про любовь. А что про любовь? Что он сильно скучает и тоскует, девочки, что он... Ну, что вы как-то поступили с его любовью нехорошо, раскроила платье, показывают. С другим, все. А он плачет. Плачет, девочки, смотрите. Вот она с другим целуется. Боже, какие говорящие карты. А он плачет, сидит возле дерева. Представляете, девчонки? Вот это все в письмах. 100% здесь идет, как он говорит, с вашей стороны предательство. То есть я хотел ее. Я даже шаги какие-то предпринимал, а она к другому ушла. Если нет другого, ну, значит, думает, что вы уже другого нашли. А еще что в письмах? Ты что-то ей хочешь там, ну, вот сообщить? Ну, про любовь, девочки, про глубокую любовь, в которую он погрузился. И, боже, сколько здесь страхов, сколько здесь желания быть рядом, сколько здесь он говорит, я верен ей. Так странно. Смотрите, какой он печальный здесь. Боже, я его каждую карту буду показывать, они офигенные. Смотрите, какой он печальный просто. А почему страхи? Чего боишься? Что его любовь закрыта, девочки. Закрыта. Она как под куполом. Ой, ну страдает. И боится, что эти страдания никогда не закончатся. Вы еще можете быть на расстоянии и абсолютно недостижимы как-то им. А как хочется рядом. Он там в письме пишет о том, что я хочу ее обнимать, я хочу, чтобы она спокойно в мои объятия. Кстати, мужчина может быть такой тяжеловесный, как слон. Или чем-то похож на слоника, я не знаю, или любит слоников. Или у него какие-то вот ассоциации идут его со слоником, девочки. Он может быть реально очень уютный, несмотря на то, что он такой, да, там большой какой-нибудь, тяжеловесный, он может быть очень уютный. Вот обнять его и все, и провалиться в его объятия. Хоть что-то такое здесь есть. Что можешь передавать? Давай. Ну, здесь прошение, девочки. Ну, жалится над ним, как будто бы он вот как полуживой лев лежит вот на арене, да, вот жалится над ним как-то. Девочки, ну, знаете, что он здесь говорит? Ну как хочешь, ну обмани, ну убей вот это все. Или убей, или ну, хоть как-то вот поступи, он говорит, мне нужно хоть что-то, мне нужно хоть понимание, хоть что-то, понимаешь, если ты мне хотя бы вот позвонишь и наорешь на меня, да, или там
раздолбон устроишь, хоть что-то, понимаешь, если нет любви, ну хотя бы давай раздолбон. Обмани, скажи, что между нами точка, ничего не было и не будет. А-ла-ла-ла, ори, устраивай истерику, дай ему хоть что-то, дай мне хоть что-то. Я не знаю, зачем ему хоть что-то, но он бушует здесь в плане того, что ты такая маленькая, да, вот стоишь, вот, да, вот такая вот, стоишь и смотришь на меня. Хрупкая такая, да, стоишь и смотришь на меня. И это, знаете, пустой взгляд вот в никуда. Он ничего не говорит, этот взгляд, он ничего не требует, он не орет, он, ну вот как ноль, да, вот. А ему вот этот ноль просто все режет уши, глаза, все на свете. Он говорит, понимаешь, если смерть, так смерть. Если любовь, так хоть что-то, да, вот покажи. То есть он не понимает ничего, и он говорит о том, что вот это вот состояние, когда ты на меня смертельно смотришь, холодно, это хуже, чем если бы ты била меня по щекам, кричала, орала бы, истерила, а, бежала бы куда-то, да, и он говорит, я не знаю просто, вот тут обмани, ну хоть что-то сделай, что-то скажи, я не знаю, он говорит. Или что-то сделай, или, ну, что ты на меня смертельно смотришь, холодно, никак, не так, не так, да, я ничего не понимаю. Сделайте хоть что-нибудь. Здесь он показывает, что все сидят на привязи. Или эту привязь, да, снимите, блин. Или хоть что-то. Вот что еще ты передаешь? Но ты сильная. Я даже не думал, что ты такая ледяная, сильная, холодная, и что ты меня буквально с самим собой столкнешь. Я не знаю, где выход, он говорит. Я не знаю. Покажи мне выход из этой ситуации. Я уже все перебрал. И он, знаете, такой, твое, 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 что-то такое. В смысле твое, а твое. То есть он, знаете, вот он как-то... Девочки, почему он вас с кошкой ассоциирует? Тут глаза, разрез глаз кошачий. Или кошек любите, или нравятся кошки. Ну, короче, выхода, он говорит, я не вижу. Ты меня с самим собой как будто бы столкнула. Я как зазеркалье, он говорит. Выхода не вижу. В прошлом же ты действовала. Вот он говорит. В прошлом ты действовала. В прошлом ты брала на себя инициативу. А сейчас ты ушла куда-то вообще в луну, в темноту. Ну, как будто бы ваши отношения в прошлом, девочки, а ему это не совсем-то и нравится. Вот. Ну, а что ты с помощью там вот этого своего курса или что ты там, что ты хочешь добиться? Его император бесит. О, работу делает, трудится. Ну, императрицу себе вы это самое. Знаете, как это? Там он шел себе по свету, насвистывал, из коры себе подругу выстругал. Вот это он. Он себе подругу стругает из коры, реально. И ребенка. Офигеть. Офигеть. Тут что-то делает, что-то шаманит девчонки себе. Шаманит. Ой, слушай, я спать уже хочу. Девочки, простите, он меня усыпил. Все, давай, одной картой и будем с тобой прощаться. Ну, девочки, что-то он делает, готовит. Что ты готовишь? Подожди, узнаешь. Страшно. Он... Так, а это что? Ого. Ну, ты даешь.
Ну, давайте так, он прямым текстом говорит, девчонки, у кого есть семья, он ждет, пока эта семья закончится, пока ваш очаг перегорит. Вот такие у этого мальчика обиженного мыслишки. Ага. Томный взгляд, вот этот вот обиженный ребенок. Девочки, я оценки не даю никакие, вы сами уж тут напишите, что вы об этом думаете. Вот, как вам советик от высших сил, как вам себя вести, что делать? За семьей готовится какая-то хитрость, обман, воровство, девочки, за вашей семьей, прям так и реально говорят. Так, борьба. Будьте верховной жрицей, боритесь, если вам, ну, естественно, да, если у вас семья, и вам это ценно, боритесь, говорят. Борьба будет. А так а вам что делать? Не отдавать короля Пентаклей никуда, девочки. Вот сейчас конкретно идет совет для тех, у кого есть семья, пара, муж и жена, вот это все, дети. Здесь конкретно вот у вашего короля Пентаклей очень много заслуг перед вами. Прям медали какие-то. И это нельзя обнулить, нам говорят. Вы должны это все защищать, ценить и понимать его ценность в вашей жизни. Вот просто конкретно никак не перекрутишь ничего. Здесь вот именно вот идет точечно. Ну что ж, посоветуйтесь. Не посоветуйтесь, а прокомментируйте. Вот, прокомментируйте. Я уже начинаю заговариваться. Прокомментируйте, девочки, в комментариях, о чем это, чья это история, насколько она с вами резонирует. Я так скажу, да, 50-60% если идет, то можете смело смотреть. Если, ну, понимаете, что, ну, вообще, да, не мое, но покрутите другие какие-то расклады, посмотрите. У меня такие сеансы, которые можно смотреть, девочки, по нескольку раз. И вы там найдете что-то новое, что-то свое по ситуации. Вот, поэтому буду ждать от вас отклика. И мне будет важно понять, насколько мы считали поле, пространство, да, вот информационное поле. Вот, кому было полезно, рада. Благодарю вас сердечно за поддержку канала Donation. Ну, вот, что YouTube у нас хромает. Девчонки, еще раз говорю о том, чтобы не потеряться, потому что загрузка иногда видео бывает настолько безумно сложной и долгой, что уже даже хочется все плюнуть и ничего не загружать. Вот. Крайний раз, вот 2 дня назад, загружала 5 часов 25-минутное видео. Поэтому, чтобы не потеряться, Телеграм и Дзен, подписывайтесь, будьте вот там в фоновом режиме. Там, кстати говоря, в Телеграме безоплатно очень много полезного. Кто начнет изучать, знаете, от начала и до конца, тому не надо будет ни на какие курсы ходить. Там очень много интересного, важного, ценного. Ну а на Дзене мы всегда будем с вами тарошечкой заниматься, да? Вот. Кому необходимо перепроверять, брать видео, как на YouTube для своей пары, распаковываться обязательно. Формула души и Млечный путь — это самые первые продукты, которые у вас должны быть. Кто проходил это, далее сакральные коды, идут твоей эволюции. Потом чакровая, родовая тема, кому мужчину хочется познать, код от его сердца по дате рождения, астропсихология. И также у нас алхимия сексуальности есть, так что приходите, все продукты несут колоссальную пользу, и там очень много полезной, важной, ценной, нужной информации про вас, о вас, для проработки. То есть это всегда масштабно, объемно и дает вам возможность к этому возвращаться и поддерживать себя на протяжении всей жизни. Также вы можете потом со своими близкими, родными этим, научившись встраивать в жизнь, делиться. Потому что можно и деткам своим объяснить кое-что, да, если вы понимаете уже, ага, так, ну, наши дети, они чаще всего все с нас копируют, берут, и те непроработанные телесные моменты, да, вот чакральные, они скорее будут тоже как-то вот, да, вот зеркально отражаться
трансформации у деток. Вообще до 18 лет у них наша, ну, можно сказать, ну, такая связь энергетически полная. И если детки себя как-то нехорошо чувствуют, либо болеют, то это целиком и полностью наша тема. Нам нужно вот себя встраивать, себя очищать, себя выстраивать, себя психологически настраивать. И они будут считывать это все. И если вы будете очень собраны энергетически, да, качественно, да, такие прям, чтобы вокруг вас была эта плотная оболочка, психологически, психически будете прокачаны, то и ваши дети будут точно такими же. Вот. Ваши близкие, они все зеркалят. Мы же в одном энергополе находимся. Поэтому, пожалуйста, кому это все интересно, под видео в первом закрепленном комментарии мой WhatsApp. Пишите текстовую заявочку, скину все продукты, почитайте, сделайте вывод и выбор. Я буду рада вам быть полезной и посодействовать в этом во всем. Все. Оставайтесь на канале Таро Трансформация, трансформируйтесь в лучшую версию себя. До скорой встречи. Пока-пока.